Добрый день, мои дорогие подписчики и гости канала. У меня сегодня нечаянная радость. В швейной мастерской специально для меня насобирали лоскутков и остатков кроя. И сейчас я с этим богатством разбираюсь. Хочу выразить огромную благодарность всем интернет-магазинам, которые доверяют мне делать рекламу, всем подписчицам, милым женщинам, которые финансово поддерживают канал, замечательным рукодельницам, которые присылают мне ткани и материалы для творчества. И, конечно, всем моим зрителям, которые просмотрами, лайками и комментариями способствуют продвижению канала. Я уже показывала свои новые наряды. Их надо было куда-то складывать. А это мои бриджи, из которых я уже выросла. Черная костюмная ткань. Не знала, что из них сделать. А сейчас выкроила полоски шириной 10 сантиметров. Мне недавно подруга посоветовала диету. Исключить сладкое, соленое, алкоголь. Теперь думаю, подруга ли она мне после этого? В лоскутках нашла полоску тюля шириной 8 сантиметров. Это и будет основой для нашивания цветных полосок. Цветные ткани перебрала, крупные куски оставила для других проектов, а узкие отрезки собрала отдельно и подровняла их. На полоски вспомогательной ткани нашиваем цветные лоскутки. Экономим нитки и время. Сразу работаем с несколькими заготовками. После того, как пришили все цветные кусочки, заготовки подрезаем и выравниваем с изнаночной стороны, ориентируясь на край. Приступаем к сборке. Сшиваем вместе черную и цветную детали. В начале и в конце строчки делаем закрепки. Нитки не обрываем. Сшили одну пару полосок, шьем следующую. Потом эти полоски разворачиваем, проутюживаем и отстрачиваем шов. Шьем сразу всю гирлянду. Приступаем к сборке коврика. В качестве основы я взяла целый кусок ткани. Чем меньше швов, тем крепче изделие. На него лицом к лицу укладываем цветную лоскутную часть. Выравниваем края, а сверху закрываем синтепоном, закалываем иголочками. Остается только по краю проложить строчку, оставив небольшое отверстие для выворачивания. После того, как заготовку прошили, подрезаем уголочки и все выворачиваем. Открытое отверстие можно зашить вручную, а можно на машинке. Все края тщательно подтягиваем и расправляем. Полученный коврик надо простегать хотя бы немного. Воспользуемся специальными булавками для квилтинга. Ими закалываем все слои, и можно идти к швейной машинке. Знаете, до уборки у меня все валялось на своих местах, а теперь все аккуратно сложено, фиг знает где. А вот так выглядит мой готовый коврик. Сделала стежку в шов по краю черных полосок. Размер получился 55 сантиметров на 93 сантиметра. И он очень хорошо вписывается в нашу ванную комнату. Но, честно говоря, мне жалко его кидать на пол. Он такой красивый и нарядный. Раньше, в позапрошлом веке, делали коврики, которые стелили на сундуки. Это было украшением, и еще часто сундуки служили спальным местом. Сама не знаю, почему об этом подумала. В общем, был бы коврик, а куда его постелить, всегда можно придумать. Подписывайтесь на канал, ждите новых идей. С вами была Полина. Всем пока-пока и до новых встреч!